Здравствуйте, с вами Рина Преображенская и мой подкаст «Окно в новые смыслы себя и жизни». Новый разговор я хочу начать с краткого поста, который сейчас увидела в одной социальной сети. И его стало достаточно, чтобы я сразу вышла из нее. Он был единственным, который я прочитала. Я зашла, просто ответила на поступившие сообщения и зашла в ленту, чтобы просто посмотреть, чем дышит вообще общее пространство. Прочитала этот пост, мне стало достаточно. Я вышла сразу, зашла в диктофон, нажала кнопку и начала говорить вот для вас сейчас. Читаю сам пост, он короткий. Знаете, что такое настоящая любовь? Это когда ваша свекровь вешает на вас все грехи мира, настраивает против вас мужа, а вы смотрите в ее глаза и видите изначальную суть. Прямо в момент, когда она ругается, вы слышите потрясающую тишину ее непогрешимого сознания, высшую часть сознания. И когда вы это видите, любовь спускается в ваше и ее сердце. Я прочитала, и во мне просто буря. Буря по поводу того, что очень большое искажение я в этом вижу. Я не буду называть, где я это прочитала. Я считаю, что это лишнее. Я сейчас говорю о сути самого поста, о сути своего самого послания. Потому что такими обращениями людей уводят в небеса, уводят опять туда, в высоту, и фактически еще больше усугубляют разрыв с земными частями. Немного, конечно, мудрено, возможно, я говорю, немножко таким специализированным языком, но вот как идет, так идет. Дело в том, что я вот представляю, если на меня будет ругаться хоть кто. Ну вот, например, там приводится пример, свекровь ругается. И я вот слышу, как она ругается, она вешает на меня все, что только можно навесить, а я буду видеть ее высшую часть сознания. Да не буду я видеть ее высшую часть сознания, потому что я буду видеть женщину, реальную земную женщину, которая меня ненавидит. И я, естественно, буду, как обыкновенный земной человек, нормальный, как минимум защищаться. У меня не будет возможности видеть ее часть сознания. И это нормально. И я вот сейчас вот понимаю, что многие ведь люди читают эти послания, и они думают, что это так и есть. Да не так это. И далеко не так. Вот это искаженное понятие спокойствия, искаженное понятие любви сейчас до того навязывается и транслируется, что люди запутались. Я вижу, как очень многие люди себя вот извели уже, я не знаю до какой скоблёжки, думая, что с ними что-то не так. Вот они не так спокойны, они вот не так любят, они вот реагируют. Успокойтесь, люди дорогие, люди обыкновенные, успокойтесь. С вами все в порядке, вы нормальные, с вами все так, с вами все так, как должно быть для нормального земного человека, для нормальной земной женщины, для нормального земного мужчины.
С вами все в порядке, вы на земле. Не может человек, обыкновенный, нормальный человек, смотреть на другого человека, который тот его покрывает матом, и видеть его часть сознания, и любить его таким, какой он есть. Да чтобы его любить таким, какой он есть, это надо целый путь пройти. Целый огромный путь пройти. Как минимум разобраться в этой ситуации, уметь защитить себя, и это нормально, и ответить нормально. Потом, разделив ответственность, разобраться с тем, что это для тебя ситуация, извлечь уроки, опыт. И естественно, таким образом, вот для меня это естественно, что вот таким образом сначала проявляется любовь к себе. Ты не можешь другого человека любить автоматически, просто так. Ну нет у нас этих настроек. Любовь — это чисто земная прикладная дорога. Любовь — это реальные действия. Это не что-то эфемерное, это не вот одни там сплошные розовые цветочки. Это есть. Но чтобы до этого дойти, это нужно сначала вот здесь вот все разгрести. А такими посланиями просто-напросто игнорируются наши чисто земные части. Я надеюсь, вы понимаете, о чем я говорю. Полностью отвергается земная реальность, что не есть правильно. И вот когда я с собой разберусь, что создало эту ситуацию с той же свекровью, таким образом я забочусь о себе. Вот так проявляется моя любовь к себе. Я исцеляю. Если надо, я разговариваю, я защищаю себя, и таким образом тоже любовь к себе проявляется. И только когда ты вот эти все дороги пройдешь, ты уже сможешь на ту же свекровь смотреть совершенно иначе, когда ты свои уже глубины покопаешь, только тогда ты сможешь на нее смотреть уже совершенно иначе. А на автомате этого не получается делать. И не получится, и не надо к этому стремиться, и не надо себя разрывать и скоблить, что с тобой что-то не так. Все так, абсолютно все так. Все это может привести к тому, что такая свекровь тебя будет крыть матом, а ты вот все любишь ее часть сознания и любишь, любишь и любишь. Ну это дурдом и бред какой-то, честное слово, друзья. Ну вы о чем? Ну хватит уже. Вот я не знаю, к кому я сейчас обращаюсь, но я, наверное, во-первых, обращаюсь к людям, которые меня слушают, и чтобы вы оставили себя в покое. Если вас в сложных ситуациях что-то цепляет, это нормально. Вы реагируете так, как реагируете, болезненно, там еще как-то. Это нормально. Невозможно от себя требовать постоянного вот этого одухотворенного состояния, как говорят, наблюдателя. Да, эта позиция, она вырабатывается опять же годами. Это невозможно на автомате вот так вот отстраниться и все. Вот, ты вот лей. Если в тебе что-то, хоть одна часть зацепится, все, ты уже, как говорится, в этой истории с ней надо разбираться. А если человек отвергает аспекты, которые там у него цепляются, и вот он постоянно только вот в этой нирване находится, все, внутренний раскол это уже точно есть. А если это уже история длиной в жизнь, что сейчас я очень многих наблюдаю, то там вообще все грустно.
И большой вопрос, а на Земле ли живет этот человек? А вообще в реальности у него как? Вообще вот с реальностью у него есть хоть какая-то сцепка? Или он уже давным-давно на облаках летает? И все оттуда только смотрит на высшую часть сознания. Да невозможно это. Сейчас наоборот надо людей к Земле возвращать. Сейчас время целостности, соединения духовного и земного планов. Сейчас вся эта духовная работа, она чисто прикладная, она вот все только для Земли предназначена. На самом-то деле это все так и было. А многие там так и подзастряли в этих небесах. Я помню, когда раньше на какой-нибудь учебе наберу целый там пакет инструментов, таких, все специалисты, вот, но я имею в виду не все, но я помню, я уже говорила, что ходила на обучение, онлайн-обучение как-то. У меня опыт очень скудный, я уже это рассказывала. И там специалист, я, конечно, сразу говорю, я ей благодарна. Это основа. Но и в то же время она мне, конечно, очень много ясности внесла в мозги в мои, очень хорошо. И вот она, значит, давала целую кучу, значит, списком, что надо делать, и говорила, что она все это сама делает постоянно. Вот. И у меня только один был вопрос, как она все это делает. А она утверждала, что все это ей помогло прийти вот к тому, что она сейчас имеет и делает. Вот к ее успеху, к ее вот этой востребованности. Ну, естественно, мы же тоже так же хотим. И все это, значит, пакет кучи инструментов, зубы, и все делать и делать. Потом начиналась очень банальная история, наверное, как у всех. Ты сначала делаешь, потом это уже никак не вписывается в твою жизнь. Ты еще пытаешься что-то делать, а вопросы валятся, никто их за тебя не решает. Тут дети, тут муж, тут заботы, тут работа, тут проблемы, там где-то что-то рушится, там где-то что-то срочно, там маме надо, еще кому-то что-то надо, и деньги зарабатывать надо, где их взять, и тут и коммуналка, и там, в общем, все как у всех. И до этих инструментов потом уже, извините за выражение, вот, ну, руки, мягко говоря, там, конечно, покрепче у меня слово было, но вообще уже пофиг. И я помню, я себя разрывала, да я не такая, да со мной все не так, и все люди обыкновенные, и все стараются, и вот она такая же, вот и она все равно делала, и вот я себя скоблила и рвала, и вот дорвала до того, что прям, вот прям разорванная была конкретно. И в один прекрасный момент, я помню, я все это дело остановила и конкретно остановила. Потому что я поняла, что если я продолжу в том же духе, меня просто не будет. И вот с этого момента я начала очень глубоко смотреть в этот вопрос, разбираясь, ну, конечно же, что со мной не так в первую-то очередь, это естественно. А потом я увидела, что со мной это все так оказывается. Со мной все так. Просто очень большое значение имеет очень много аспектов, которые просто замалчиваются. Они не озвучиваются, а они имеют очень большое значение. Например, очень большое значение имеет старт на этой земле. Огромное значение имеет старт на земле. У кого-то одни условия материальные, отношения в семье, у другого другие. И это имеет очень большое значение. Конечно же, большое значение имеет также и, как сказать, сам человек, но в то же время вот эти внешние условия, они очень сильно влияют. И чтобы с ними справиться, и чтобы в них жить, если они были непростые, требуется как минимум время, а как максимум силы и твоя жизнь, чтобы с этим как-то жить, быть, где-то смириться, где-то подстроиться, где-то направить. Это огромные ресурсы нужны.
А это ведь нигде не озвучивается. А я себя скоблила, что со мной что-то не так. Я уже должна быть там ого-го, а я тут все еще где-то прям еле-еле. А потом я уже увидела вот эти разрывы и стала получать уже больше информации. И я начала видеть вот эти искажения, которые транслируются. Я отстала от себя, и я не стала уже себя рвать. И если я раньше вот инструменты вот эти вот какие-то брала на обучениях, то я их использовала в жизни только то, что я могла использовать по возможности, стоя ногами на земле. Вот что могла переварить, то и переваривала, что могла унести, то и несла. Не больше и не меньше. Ровно, чтобы, извините за выражение, не сдохнуть под этими инструментами. И таким образом, как я теперь понимаю, я просто и начала потихоньку двигаться к той целостности, которая сейчас является уже моей нормой. Поэтому я и вижу вот эти искажения. Мне, с одной стороны, люди об этом говорят, что мне нужно об этом говорить. А с другой стороны, мне трудно, потому что это обязательно задевает территорию других специалистов. Это очень тонкая грань. И я надеюсь, что все, кто прослушают эту запись, услышат главную суть. Да, каждый делает свое дело, но для меня самое главное на сегодняшний день — это интересы человека, чтобы его не разрывали. И, возможно, для тех специалистов, которые прослушают эту запись, это тоже будет своего рода знаком, сигналом, чтобы остановились в этом. Хватит рвать людей, хватит уводить под небеса и их катать на этих волнах бесконечных. Иногда вот наблюдаю за некоторыми тоже группами. Не прекращается вот эта вот постоянная трансляция только вот той жизни, что вот это правильно. Быть вечно спокойными, быть вечно вот такими вот выровненными. Ну невозможно быть вечно спокойными и выровненными на земле. Это я честно говорю, если сейчас такой человек выровненный и спокойный всегда, это уже диагноз другой. Ни один нормальный человек спокойно здесь быть, жить, реагировать не может. Я имею в виду постоянно. Поэтому здесь самый главный, наверное, посыл именно к людям. Отстаньте от себя, успокойтесь. И если какой-то человек вас оскорбляет, а вы не видите его божественную суть и хотите в ответ ответить, с вами все в порядке, с вами все нормально. Высказалась, слава тебе, Господи. Я помню эту тему искажения понятия спокойствия, я уже ношу в себе, наверное, года 2, если не больше. Я помню, переписала для себя это понятие, потому что у нас спокойствие обычно воспринимается как абсолютно ровное отношение к тому, что происходит, причем всегда. И вот это вот спокойствие, ты должен быть спокойным, ты должен быть уравновешенным, ты должен быть в балансе, ты должен быть вот таким, и вот таким, и вот это должен быть. В один прекрасный момент, когда, понятно, я свою историю живу, свою дорогу иду, я переписала это понятие для себя. Для меня понятие спокойствия — это спокойно для меня. А это не всегда ровно и прекрасно, и в балансе. Для меня, например, спокойно было, правильно для меня, вот для меня спокойно, когда я человеку сказала все, что я о нем думаю, наконец-то, через годы.
Я тоже все молчала, я уже все спокойной мне надо быть. Я тоже вот пыталась быть такой вот уравновешенной. Я думала, что так правильно. На самом деле ничего хорошего. Потому что чувства запечатываются, настоящие живые чувства. И я себя рвала таким образом и запечатывала. И все больше и больше. И вот когда настал этот момент, у меня все внутри просто начало взрываться, и я людям начала говорить все, что нужно было сказать, не то, что вчера, а позавчера. О, как мне стало спокойно-то тогда на душе и в сердце. О, вот тогда-то я и начала облегчаться. И я поняла тогда очень четко, что спокойно — это не значит всегда быть в нирване вот в этой вот непонятной. А спокойно именно так, как мне сейчас, правильно и спокойно. Высказать человеку то, что он заслуживает, расставить все на свои места. Где надо сказать, где надо защитить, где надо наорать, где надо послать. Да, и я могу, и легко. Если требует ситуация, вот тут у меня баланс точно работает. Поэтому здесь самое главное понимать, нет, наверное, даже не то, что понимать, а знать себя самое главное. И понимать, что, конечно, происходит вокруг. А иначе можно запутаться вот в этой пене, вот в этом дурдоме, который сейчас происходит. Каждый в свою дуду дует, и человеку без опыта, внутренней работы и без фундамента, без стержня сейчас очень сложно разобраться, кто прав, кто не прав, где истина, где дурдом, где ложь, где вот непонятно что. Потому что иногда одну и ту же тему, Господи, как только не вывернут. Один одно говорит, другой другое. Я вот читаю иногда те же темы женственности, отношений, вот опять же вот эти темы духовного земного. Боже мой, кто вот во что гораст. Вот даже времени не хватает, чтобы вот это все проанализировать хоть как-то и поделиться своим мнением, потому что уже сейчас просто вот шквал, как 9-й вал, вот настоящий валится все это. И поэтому вот сегодня я успеваю что-то сказать, и прям тоже мне как-то, слава богу, наконец-то выгрузила я из себя эту тему. Спасибо этой женщине, которая разместила этот пост. Конечно, я не знаю там, как говорится, кто прав, кто не прав. Жизнь все расставит на свои места. Но сегодня промолчать мне точно не хочется и уже не удастся. Я уже говорю об этом. И мне только, честно говорю, грустно, что очень многие такие серьезные вещи озвучиваются специалистами, которые ведут за собой людей. Ладно, это вот, так скажем, просто человек подумал, выложил на своей странице, ради бога. Но когда это идет транслирование информации уже на большую аудиторию, вот где ответственность должна быть. А люди, похоже, этого не осознают, специалисты этого не осознают. Для меня, когда идет такая информация от специалиста, я говорю откровенно, для меня это точно разрыв. Для меня это не целостный специалист. Он уже точно улетел далеко под небеса. И большой вопрос, какую помощь он может оказать людям. Может только, как говорится, увести туда же. А это чревато большими последствиями и соответствующей ответственностью. Это один момент. Вот. Ну и второй момент. Ответственность каждого человека перед собой. Перед собой. За свою жизнь. Когда вы поглощаете какую-то информацию,
Друзья, включайте мозги. Вот просто включайте мозги. Помните, что вы в первую очередь просто люди. Вы просто живой, нормальный человек. И вам любая информация нужна для того, чтобы жить здесь, на Земле. Так вот, через этот фильтр пропускайте эту информацию. Она вам поможет жить здесь, на Земле. Реально решить какие-то ваши вопросы, проблемы, задачи здесь, на Земле. Не уносясь и не находясь постоянно там, под небесами. Снимайте эти розовые очки уже, убирайте вот эти вот, я уже не знаю, опять идет слово, очки во все лицо. Прозревайте. Вы в первую очередь люди, вы ими и будете, и останетесь. А если только видеть высшую часть сознания, то, наверное, уже, как говорится, и улетели. Но я надеюсь, вы еще здесь хотите остаться и наслаждаться жизнью, суметь здесь. Вот, поэтому ответственность за свою жизнь. Поэтому все на самом деле серьезно. Потому что сейчас каждый день и каждая мысль имеет огромное значение. Каждая мысль реализуется моментально. Все время уже сейчас такое. Моментально все заземляется, моментально все реализуется. Поэтому, если вы начнете двигаться не на Землю, а в другом направлении от нее, то и понимайте, осознавайте, что это может иметь определенные последствия. Это раскол, это соответствующие возможные симптомы какие-то. Все очень серьезно. Вот, поэтому лучше, конечно, ограничить сейчас вообще пребывание и поглощение информации, как я говорю, все, что не приколочено. Ну, хватит уже тоже давным-давно пора выставить фильтры и оставить какие-то конкретные там 1-2 качественных источника информации, знаний, помощи, и уже двигаться вот при необходимости с ними. Все. Поэтому сейчас, конечно, время очень сложное. С одной стороны, интересно оно, конечно, но оно очень и очень сложное. Поэтому вот у меня работа сейчас сильно изменилась. У меня, говорю, просто нет времени сейчас очень подробно рассказывать те же, например, расстановки, консультации, как я делала раньше. У меня просто нет времени. Сейчас я могу только, вот я работаю, проживаю вот эти вот необходимые процессы, делаю вот эту работу, вот, и у меня остается только обобщать все это в те динамики, которые я потом озвучиваю. И то у меня тоже не получается постоянно это выкладывать, потому что я еще раз говорю, я в первую очередь просто земной человек. Я проживаю свою реальность, а для чего я это все делаю? Я хочу жить реальную жизнь и успевать наслаждаться этой реальной жизнью. Я все, что транслирую, я ведь так и живу. Я не то, что там сказала, вот образно говоря, к родителям обратилась, не сидите в телефонах, там с детьми больше общайтесь. Я сама так живу. У меня телефон — это просто помощь. Это вот у него чисто функция, так скажем, второго плана. А в первую очередь я живу жизнь. И поэтому я так редко выхожу, поэтому я не могу так подробно и постоянно выкладывать все материалы. Просто получается опыт определенный, концентрат, квинтэссенция, определенные зерна я получаю в проживаемом моменте, в этапе. Все это собираю, и потом это становится продолжением моей работы. Во-первых, конечно, это моя личная копилка,
Ну и, конечно же, потом в работе с теми людьми, которые ко мне обращаются. В приоритете сама жизнь земная, и я не собираюсь там постоянно где-то летать. И я вас призываю именно к этому. Живите реальную жизнь. Берите помощь, информацию. Я еще раз говорю, из одного-двух качественных, проверенных источников у людей, которые реально стоят на земле. Обязательно. То, что вам отзывается, берите и делайте только то, что вам вот отзывается вашему телу сегодня. Не надо рвать себя на части и заставлять постоянно там быть одухотворенным и видеть высокую часть сознания в соседе, который там непонятно что и непонятно кто. В общем, тема для меня, конечно, такая горячая уже. Да, давно я хотела уже поговорить, но, слава богу, наконец-то пришла. Вот такие дела. Буду закругляться. Можно долго, конечно, на эту тему говорить. Сегодня достаточно. Больше получаса. Я думаю, хватит уже и мне, и вам для размышлений хватит. И я надеюсь, дело дойдет до дела. Вот. Я для этого и говорю. Все, друзья, пойдемте жить реальную жизнь. Пойдемте жить реальную жить. Очень интересно получилось. Вот. Отзывайтесь. Отзывайтесь. Для меня это важно. Я это всегда говорила и говорю. Но, к сожалению, я получила всего несколько откликов, которые меня согрели, вдохновили. В основном, конечно, тишина. Грустно, честно говорю, грустно. Призываю к разговору, к диалогу. Вот. Чтобы я тоже понимала, как говорится, туда ли говорю, тем ли говорю, так ли говорю. Вот. Поэтому призываю все-таки уже проявляться, открывать рот и русскими словами озвучивать, что вы берете, не берете, согласны, не согласны, вопросы. Это же, в конце концов, просто интересно. Вот. Пространство свое я задумывала именно как разговор и диалог. Надеюсь, когда-нибудь до этого дела у нас с вами дойдет. Все. Заканчиваю. Всех благ, спокойствия, настоящего спокойствия. Желаю вам в то же время терпения. Оно сейчас нам всем необходимо. Как в сериале «Оттепель» говорила одна замечательная женщина. Сейчас навскидку не могу вспомнить ее имя, отчество. Терпение вам, простого человеческого терпения. Вот оно нам всем сейчас надо. И, конечно же, помогайте себе, обязательно помогайте вовремя. Это тоже и нужно, и важно. Всего доброго, до свидания.